Помимо павшего клана Сяо, кланы Гу и Хунь считались самыми сильными среди 8 древних кланов. За ними стояли кланы Янь и Лэй. Сила родословной обоих кланов не показывала признаков истощения даже после стольких лет, поэтому кланы переполнялись талантливыми личностями. Хотя они не могли сравниться с кланами Гу и Хунь, они были намного сильнее, чем кланы Яо, Ши и Лин. Гуюань созвал великое собрание сильнейших. В клан Гу должны были прибыть главы Яньцзинь и Лэй-Ин. Это будет первая встреча Сяо Яня с этими могучими экспертами. К тому моменту, как Сяо Янь и Гусюнер вошли в главный зал, все места уже были заняты. Внутри царило оживление. Главы древних кланов, старейшины и молодые гении собрались под одной крышей, из-за чего атмосфера казалась особенно напряженной. Они незаметно прошли в дальнюю часть зала и заняли свободные места. Гусюнер слегка подняла руку и указала на мужчину, сидевшего слева от главы клана Гу. Это Яньцзинь. Сяо Янь увидел крепкого мужчину в ярко-красной мантии. Густые алые брови напоминали 2 языка пламени, а все его тело словно окутывала невидимая огненная аура. Аура этого человека скрыта, но я ощущаю в нем что-то странное и одновременно знакомое. — серьезно произнес Сяо Янь. Его духовное восприятие ясно показывало, что Яньцзинь словно полностью состоял из пламени. Однако это пламя не было яростным, наоборот, оно казалось необычайно спокойным, и именно это вызывало у него недоумение. Гусюнер объяснила. На самом деле это старый монстр, проживший бесчисленные годы. Глава клана Янь достиг невероятного уровня контроля над пламенем. В его теле существует сразу 2 вида небесного пламени. Одно из них – пламя лавового камня, занимающее 17 место. Второе – пламя 9 золотых предков, которое находится на 7 месте рейтинга небесного пламени. Сяо Янь слегка удивился. Значит, эти небесные огни тоже оказались у клана Янь. Другими словами, в его теле произошло слияние 2 видов небесного пламени. Гусюнер ответила. Именно так. После их объединения родилось совершенно новое небесное пламя. Пусть оно и уступает пламени очищающего лотоса, зато вполне способно соперничать с моим императорским золотым пламенем горящих небес. Ты смог объединить разные виды пламени благодаря технике сжигания, а глава клана Янь сделал это исключительно за счет собственного мастерства управления пламенем. Добиться подобного не менее сложно. Сяо Янь впервые встретил человека, сумевшего соединить 2 небесных пламени без помощи техники. Он прекрасно понимал, насколько это трудно. С его нынешней силой насильственно объединить 2 небесных пламени одной лишь собственной энергией было бы опасно. «Он действительно достоин быть главой клана Янь», — произнес Сяо Янь. В глубине души он искренне восхитился способностями Яньцзиня. Впрочем, он понимал, что объединение 2 небесных огней, скорее всего, являлось пределом возможностей главы клана Янь. Стоило попытаться добавить 3-е, и даже такой эксперт наверняка сгорел бы заживо. Совсем другое дело соединить сразу 6 небесных огней, как это сделал сам Сяо Янь. Все-таки техника сжигания – это сокровище, которым пользовался сам древний бог Тоше. В этот момент Гусюнер указала на человека по другую сторону. Это глава клана Лэй, Лэй-Ин. По силе он примерно равен Яньцзиню, святой 8 звезд высшего уровня и сильнейший эксперт своего клана. Сяо Янь увидел огромного мужчину. От него исходило настолько тяжелое давление, что у обычных людей невольно задрожали бы ноги. Лэй-Ин всю жизнь обожал сражения. Когда-то он даже бросил вызов старшему Сяо Сюаню. Правда, потерпел поражение. Тихо рассмеялась Гусюнер. Сяо Янь был мало знаком с древними кланами, тем более с их главами. Он ничего не знал об этих давних событиях, но понимал, что в свое время его предок Сяо Сюань считался сильнейшим человеком континента. Уже одно то, что Лэй-Ин осмелился вызвать его на бой, говорило о безумной любви к сражениям. Пока они спокойно беседовали, к ним неожиданно подошел знакомый человек – Гухуа, с которым Сяо Янь когда-то вместе исследовал небесную гробницу. «Что случилось?» – удивленно спросила Гусюнер. Гухуа неловко улыбнулся. «Я пришел просить подкрепления». Сяо Янь и Гусюнер переглянулись, явно не понимая, о чем идет речь. Гухуа тяжело вздохнул.
Все началось с молодежи клана Лэй. Едва прибыв, они начали повсюду искать противников и вызывать наших людей на поединки. Многие не выдержали провокации и в итоге были избиты. Мы вмешались и выгнали их, но этим все не закончилось. В итоге, победив Гусина, Гую и меня, если мы позволим им вот так уйти, Черная армия потеряет лицо. Сяо Янь подметил. Эти люди действительно умели создавать проблемы. Для одного из генералов Черной армии это слишком унизительно. «А где старший брат Гу Циньян?» – спросила Гусюнер. Гухуа сказал, что его тоже победили. На этот раз и Сяо Янь, и Гусюнер действительно удивились. Гу Циньян уже давно достиг уровня святого 2 звезд. Если даже он проиграл, значит, среди молодого поколения клана Лэй действительно появился невероятный талант. Кто же этот гений? Лэй Дун. Самый выдающийся гений клана Лэй за последние несколько сотен лет. Он 5 лет тренировался в бассейне демонических молний, на год дольше самого Лэина. Клан уделял ему огромное внимание, именно его готовят в будущие главы клана. Сяо Янь не ожидал встретить столь выдающегося представителя молодого поколения. После короткой паузы Гусюнер неожиданно добавила, что в прошлом планировалось устроить свадьбу между ней и Лэйдуном, но позже все отложили из-за других событий. Сяо Янь невольно замер. Получилось, что человек, которого он сейчас собирался встретить, когда-то считался его соперником. Поможет ли Сяо Янь вернуть честь Черной армии? Если он вступится, молодежь клана Гу точно признает его. Лицо Гусюнер покраснело. «Значит, ты пришел вовсе не ко мне, а к Сяо Яню?» Гухуа рассмеялся и с надеждой посмотрел на Сяо Яня. «Ну, что скажешь? Старший брат Гу Циньян сейчас сдерживает их. Не хочешь посмотреть, на что способен сильнейший представитель молодого поколения клана Лэй?» Сяо Янь почувствовал легкую ностальгию. После всех битв с сильнейшими экспертами континента он почти забыл, что сам еще относится к молодому поколению. На его лице появилась улыбка. «Хорошо, показывай дорогу». Он с усмешкой добавил: «Хочу собственными глазами увидеть человека, который когда-то собирался забрать мою будущую жену». Недалеко располагался просторный тренировочный полигон, место, где обычно занималась Черная армия. Сейчас вокруг арены собралась плотная толпа. Для многих молодых членов клана Гу вступление в Черную армию было главной целью. Те, кто проявлял себя лучше остальных, могли стать командирами и быстро прославиться внутри клана. Однако сейчас лица солдат были далеко не радостными. Их взгляды были полны раздражения и гнева, все они смотрели на арену. Там стояло больше 10 молодых людей, принадлежащих к клану Лэй. Один из них с насмешкой произнес: «Похоже, Черная армия клана Гу не так уж сильна, как они рассказывают». Напротив него стояли несколько знакомых фигур. Среди них были первый генерал Черной армии Гу Циньян, остальные генералы Лин Цюань и несколько командиров. Однако их лица были крайне мрачны. Тем не менее, самая сильная среди молодого поколения клана Гу – госпожа Гусюнер. Именно она должна представлять молодое поколение Гу. «Если хотите проверить свои силы, можете бросить вызов ей», — сказали некоторые люди Лэйдуну. Тот слегка улыбнулся. «Гусюнер? Я давно хотел познакомиться с ней. Ради этого я и приехал в клан Гу». Гу Циньян чуть было не вышел из себя, но в этот момент над тренировочным полигоном неожиданно раздался спокойный голос. Все подняли голову, увидев 3 фигуры, среди них сразу узнали Гусюнер и Сяо Яня. На лицах Гу Циньяна и остальных появилась радость. Со стороны клана Лэй многие взгляды мгновенно остановились на Гусюнер. Лэйдун, наоборот, неотрывно смотрел на молодого человека в черной одежде рядом с Гусюнер. «Если я не ошибаюсь, ты Сяо Янь из клана Сяо?» Сяо Янь спокойно кивнул. «Сяо Янь, тот самый, который победил Хунь Мишена». «Верно», — снова ответил Сяо Янь. Некоторые представители клана Лэй тут же недовольно зашептались. «Подумаешь, победил Хунь Мишена и уже так возгордился». Хотя говорили они негромко, слова отчетливо разнеслись по всему полигону. Красивое лицо Гусюнер сразу похолодело. Она уже собиралась поставить их на место, но Сяо Янь мягко остановил ее.
Он сделал шаг вперед. «Я слышал, что вы пришли сюда немного развлечься и провести несколько спаррингов. Можно мне тоже присоединиться?» Лэй Дун возразил: «Ты собираешься отомстить за клан Гу? Но ведь ты не принадлежишь к нему». Гу Циньян ответил: «Брат Сяо – будущий муж Гусюнер. Его уже можно считать человеком нашего клана». Лэй Дун нахмурился. Затем на его губах появилась странная улыбка, а в глазах сверкнули черные молнии. «Раз уж брат Сяо Янь проявил интерес, тогда прошу». Едва прозвучали эти слова, вокруг его тела с оглушительным треском вспыхнула черная демоническая молния. Ужасающая аура мгновенно накрыла весь полигон. Гу Циньян и остальные невольно напряглись. Совсем недавно именно эта черная молния сокрушила их одного за другим. Сяо Янь с интересом посмотрел на знакомые разряды. Черная демоническая молния? Он действительно не ожидал, что Лэй Дун сумеет овладеть такой силой. Неудивительно, что тот смог победить Гу Циньяна и остальных. Но для него подобная мощь уже не представляла никакой угрозы. В следующий миг фигура Сяо Яня исчезла. Когда он появился вновь, то уже стоял прямо перед Лэй Дуном. Сяо Янь осмотрел всех из клана Лэй, улыбнулся и произнес слова, от которых весь полигон погрузился в тишину. «Времени у вас немного. Зачем тратить его понапрасну? Почему бы вам всем не атаковать вместе?» Вот так Сяо Янь познакомился с этими древними кланами. Ждете эту битву? Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии и всем пока.